Всем привет! Сегодня у нас на обзоре герой Саурон. По нему уже у меня был обзор. Герой был тогда 5 ранга, не в топовом шмоте. И сейчас мы рассмотрим Саурона 10 ранга. Прокачан на фулл и по артефактам. Плюс мы посмотрим с разными отрядами. И также посмотрим, что Саурон может делать, если у него в армии слоны. Итак, по Саурону, я думаю, здесь пробегаться мы не будем уже по его статам. Это все можете посмотреть в первом видео по данному герою. Пробежимся быстро по артефактам. Крестик фулл вкачан вместе с выпадом на урон. Вкачанный золотой покров на концентрацию. Ну, практически здесь до конца вкачан. Маска на безумие, как я и говорил, тоже здесь зайдет отлично. И потертая трубка на исцеление. То есть все, что нужно на этого героя, мы получили. Концентрация составляет 480 единиц. То есть, ну, здесь еще будет в течение боя получаться там в районе 40 дополнительно. То есть будет там 520. По титулам здесь прокачка идет через обманщика с кольцом ужаса. Также взят Горд Хаур вместе с выкачиванием души и перезагрузкой. А также на 7 враг и замешательство. Здесь также взят Владыка даров и на 2 сотрясающий удар и черные ремесла. Этому герою, как я уже и говорил ранее, нужен очень сильно ранг, чтобы прям он показывал себя на все 100%, то есть 25 ранг, да, я понимаю, 25 ранг, но с каждым рангом, с каждым вложенным очком этот герой становится только сильнее и сильнее. То есть если некоторые у нас герои есть, что они получают небольшой какой-то бонус, то этот герой получает их, скажем так, в разы больше. То есть Владыка даров прокачивая, да, получаем мы больше концентрации. Черные ремесла с сотрясающим ударом также нам увеличивают урон. То есть тот же самый враг на снижение мощи, концентрации и скорости у противника. То есть ему все, что не качай, все будет увеличивать урон. Также еще у него здесь не прокачана слабость. То есть если враги еще наши находятся под безумием, они также бы еще получали доп. Урон. Поэтому здесь еще играться можно с билдами, с прокачкой и так далее. Но мы сейчас будем тестировать именно данный билд. Итак, посмотрим сейчас бои за 4 дня, которые были у игрока, с разными отрядами против разных противников, чтобы у вас какое-то сложилось представление о возможностях данного героя. По артефактам в конце видео я скажу, что здесь можно изменить, чтобы еще больше выжать урона, но посмотрим чуть позже. Итак, первый бой у нас будет против Иовин. Иовин у нас здесь, ну, ниже среднего артефакты по прокачке, но здесь у нас было всего 2 отряда. У Саурона бывают проблемы, когда 1-2 отряда, если бы было 3, он бы их убил, я думаю, с наименьшими потерями. А здесь же Иовин даже с таким шмотом немного посопротивлялась, но в наше время 1-2 отряда практически никто не берет, очень часто берут именно 3 типа юнитов. По урону мы сейчас смотреть не будем, мы уже дойдем дальше, когда будем смотреть уже топовые бои, там уже разберем максимальные значения, которые может давать данный герой. А далее второй бой тоже против Иовин. Иовин здесь 10 плюс ранга, шмот тоже ниже среднего, здесь были 3 отряда, и здесь не было Т4 маршалов. Так как маршалов нет, плюс 3 отряда, сами видим, какая разница у нас идет в потерях. То есть здесь у нас Иовин была с 1600 маршалами, это очень дорого, то есть в любом случае это большие потери, но при 2 юнитах мы их даже не смогли убить. И на всякий случай покажу логи боя. 335 тысяч мы нанесли, 36 был отхилен, то есть 300 тысяч урона нанес Саурон вместе со своими отрядами, и Саурон получил почти 200 тысяч урона, ну из которых 75 тысяч отхилил. То есть этот герой еще имеет неплохое исцеление за счет своего навыка. И во втором бою, где была у нас Иовин, здесь урон уже составил 352 тысячи, ну и мы получили всего 128, еще из которых 59 тысяч исцелили. Далее бой был против Двалина. С Двалином проблем никогда никаких нет. То есть если только единственное ему взять моностак, там каких-нибудь Т4 гномов или еще кого-нибудь, может быть и там уже возникнут небольшие проблемы. А так полностью сносится с минимальными потерями по артефактам чуть ниже среднего.
А единственное, что спасло его, это доспех на минус фокус. А далее у нас идет Гендальф. Гендальф тоже у нас одет. Ну, кстати, здесь уже неплохой шмот у Гендальфа. Но был один минус. Гендальф не прокачал боевую готовность на минус 50% снижения фокусированного урона, ну и не физического. Поэтому результаты для него, конечно же, плачевные. И урон он нанес минимальный, потому что мы 72 тысячи здесь исцелили из 139. Ну и нанесли 306. Далее, здесь уже как раз идет неплохая картина. Т4 маршалы, плюс здесь был взят Иомер. Иомер через урон, через свой собственный, поэтому у него 323 скорости, потому что маршал Рохана дает плюс 100. Также дополнительно была дисциплина, но дисциплина, как многие помнят, не влияет на нефизический тип урона. Ну и также был взят Рахирим и предводитель Иорет. Поэтому здесь у нас получились вот такие показатели. 70 тысяч нанес командир, 161 тысячу нанесли юниты, итого 212 тысяч мы получили, ну из которых почти 60 мы исцелили. Противник же получил почти 300 тысяч. То есть Иомер в данном билде неплохо тоже стоит, как вы видите, да, сколько потерял армия Саурон. Но, к сожалению, в любом случае здесь поражение. И далее интересный бой, также против Двалина. И, как я говорил, если будет моностак, то Саурон уже, скажем так, не сильно уж и выживает. Да, здесь была неполная армия, всего 235 тысяч. С полной армией мы все равно бы вышли бы ни в чью. И в любом случае понесли бы уже огромные потери. Как мы видим, 155 тысяч всего мы смогли нанести, но мы получили 238 тысяч. А почему так получилось? Потому что Саурон бьет не в соло-таргет, а у него скиллы идут по двум целям. И поэтому здесь получилось то, что получилось. Если бы здесь у Саурона были бы слоны, либо просто моностак, то мы бы Двалина выиграли, потому что у Двалина тоже есть скиллы по типу вихря, которые работают против двух отрядов. Поэтому здесь нашла коса на камень, как говорится. Моностак здесь, конечно же, нас выигрывает. Далее, также следующий бой против Двалина. Одни кони у него были взяты. Зачем кони? Непонятно Двалину. Двалин здесь был через урон. Шмот, ну, среднячок, кстати говоря. Результаты мы видим. То есть здесь уже, когда нету моностака, герой моментально отлетает, получает 319 тысяч урона. И мы здесь получаем 178, из которых 60 тысяч исцелили. То есть, как я и говорил, 3 отряда, все, это смерть. Против Саурона это не работает. Против Саурона нужен контра в виде одного отряда. А следующий бой также был против Иовина. Здесь в основном только Иовина и есть, потому что бои идут против Рохана. Но опять-таки маршалы очень много погибло. Это очень долго по времени их восстанавливать. А здесь, получается, Иовин была маленького ранга, плюс шмот ниже среднего, и поэтому практически в ноль мы выходим. 341 тысячу мы нанесли, 168 тысяч получили, из которых 62 исцелили. То есть всего 100 тысяч мы потерпели урона, да. Дальше также бой идет еще против одной Иовин. Здесь мы его уже убиваем в ноль, потому что опять взяты 3 отряда, ну и чуть не полные были здесь войска, ну и немного сменились у нас отряды, была взята кавалерия, драгуны. То есть здесь уже немножко другой сетап. Также бой еще был опять против Иовин, то есть Иовины, они все заполонили сколько только возможно. Дальше был Гендальф. Гендальф здесь опять-таки не прокачан, это тот же самый. Опять получил, скажем так, очень сильно по лицу, поэтому не забывайте на Гендальфа качать боевую готовность, чтобы такой картины не было. А еще один бой был здесь уже против Теодена. Теоден очень хорошо здесь прокачанный, плюс имеет очень хорошие артефакты. По результатам боя здесь были маршалы, у нас были падшие, то есть мы, получается, нанесли 273 тысячи урона, мы же получили 280, но по итогу, по исцелениям, мы выходим, скажем так, в ноль, мы друг другу нанесли практически одинаковый урон. Ну, понятно, что здесь очень много здоровья, то есть 371 тысяча против 337, но Теоден, конечно, очень хорошо стоит против Саурона, даже если взять
то, что у него было 3 отряда, но опять-таки потери огромные по маршалам, а маршалы, к сожалению, очень долго восстанавливаются, поэтому в какой-то степени здесь все-таки победа была на нашей стороне, если бы это была постоянная война. С обычными войсками, я думаю, все понятно, какие там идут цифры и так далее. А теперь рассмотрим, скажем так, дорогие элитные бои, это со слонами. 75 слонов против Иовин. Иовин здесь у нас была с очень хорошим рангом. Прокачка даже есть гроза гигантов для командира, но непонятно, зачем она нужна, потому что рассечение не прокачано. Шмот средний. И по итогам боя сейчас мы посмотрим, что получилось. 330 тысяч урона мы нанесли, то есть за минусом исцеления в районе 300 тысяч. Мы получили 120, из которых 43 тысячи исцелили. По итогам, видите, мы всего потеряли 5 слонов. Противник слил сколько отрядов. И здесь бы я хотел остановиться немного на уроне. Командир, как и стандартно, наносит в районе 150 тысяч урона. Это фиксированная его цифра. Но слоны нанесли 157 тысяч. Почему такой большой урон? За счет обмана. То есть обман дает 12% получаемого урона противникам, но эффект зависит от концентрации. Поэтому сейчас посмотрим, сколько при 520 навешивается бонус к урону для наших слонов. Итак, у Саурона навык обманщик дает 22%. То есть вместо 12, 22% входящего. Это, ну, скажем так, очень много в любом случае. Ну и плюс еще у Иовин мы с помощью врага снизили и мощь, концентрацию, также скорость. Поэтому тоже минус статы. Это и минус и урон, и минус защита. Давайте сейчас посмотрим по урону, сколько наносит сам Саурон в цифрах. Итак, первым делом посмотрим на Мумакила. Мумакила наносит в районе от 5 до 10 тысяч урона. Во втором раунде Саурон юзает сотрясающий удар, но у нас он почти не прокачан. Почти по 3000 залетает. И слоны также здесь продолжают бить, ну, от 6 где-то... Да, ну где-то от 6 до 10 тысяч. И теперь переходим к третьему раунду, где у нас идет весь остальной урон. Итак, Саурон, черные ремесла, 3400. Но опять-таки у нас не полностью прокачка идет. Ну и 3300 мы нанесли. Далее, выкачка души наносит почти 6000 урона. И Мумакилы восстанавливают 10 тысяч здоровья. Отличное исцеление, плюс еще поддержка на 2800. Ну и далее, также сотрясающий удар. Уже мы имеем 32 концентрации, почти full стак по стакам. И урон здесь по 3000. То есть урон небольшой, но он практически всегда постоянен. То есть каждый раунд Саурон наносит урон. И это все у нас и складывается в те цифры, которые мы получаем. Ну вот здесь у нас как раз уже полностью мы получили 40 концентраций за счет нагрудника. И урон уже составляет от выкачки души по 6000. Ну и также продолжаем на десятку исцеляться. То есть на 2 отрядов в основном всегда это работает. То есть мы за раз наносим в районе 11 тысяч, ну и плюс исцеление. И поэтому по цифрам у нас и получается 43 тысячи исцеления, ну и урон практически одинаковый. Далее шла сразу же еще одна Иовин. То есть здесь было на переправу 2 атаки из 2 Иовин. Здесь уже Иовин чуть послабее по прокачке, но и шмотки у нее средние. Смотрим по итогу. По итогу опять 160 тысяч почти нанес Саурон, 146 тысяч нанесли наши слоны, но и по входящему урону мы получили всего 137 тысяч, из которых 40 исцелили. То есть здесь мы потеряли 7 слонов, ну и мы нанесли в общей сумме 324 тысячи. То есть 2 армии полностью ушли в ноль, и за это все мы потеряли всего 12 слонов. Ну, результат, я считаю, неплохой, учитывая, что здесь были маршалы. Далее наши 56 слонов продолжают стоять. Налетела еще одна Иовин. Здесь тоже хорошая прокачка с хорошим шмотом. Но по итогу боя 105 тысяч всего мы потеряли, из которых 37 тысяч восстановили. И противник получил 354 тысячи. Несмотря на то, что слоны уменьшаются, урон у Саурона только почему-то увеличивается. Ну, потому что войска сами по себе уже слабее здесь. Меньше маршалов было взято, больше было взято катафрактов, и здесь не было рыцарей с луком, поэтому и урон такой маленький. Далее были пополнены слоны, 75 слонов против Теодена. Теоден здесь чуть ниже среднего артефакты, ну даже ниже среднего, ничуть. И по прокачке, конечно, здесь все правильно.
И по итогам боя сразу переходим, смотрим. 362 тысячи мы нанесли, из которых 30 тысяч мы исцелили. И противник нанес 171 тысячу, из которых слоны нанесли 184. Ну и в общей сложности мы здесь получили 130 тысяч, из которых 43 тысячи исцелили. Итого весь отряд Теодена нам составил в общей сложности всего 6 смертей наших слонов. Ну и здесь вот как раз бой был интересен против Двалина, против наших 65 слонов. Здесь уже были взяты метатели, плюс Двалин не с 3 отрядами. То есть наши слоны уже проигрывают, потому что они бьют по всем. Им сложно бить по 2 целям, ну тем более вообще, если будет одна. И здесь мы видим уже по итогу боя 9 смертей уже слонов, хотя и 2 отряда. И хоть и юниты нанесли всего 50 тысяч, но сам Двалин нанес здесь 112 тысяч. А по прокачке Двалина хороший шмот, хорошая прокачка, то есть все правильно. Единственное, что Воитель Одинокой Горы был взят не на фулл и не было здесь увеличенного урона по большим отрядам. Здесь бы у нас тогда потери были бы намного больше. Ну, еще посмотрим. 4 боя, думаю, уже будет предостаточно. Еще фулл слоны против Арагорна. Здесь полностью в ноль, потому что Арагорн здесь хоть и хорошо прокачан, шмот у него не очень, но герой ДД, и он очень легко контрится с помощью Саурона. И последний бой против, опять-таки, Гендальфа, плюс еще и маршал зачем-то взято. Здесь также не было Белого Совета. И, к сожалению, урон для Гендальфа стал просто фатальным, потому что минус почти все отряды. И еще здесь есть небольшая атака на переправу была. Получается, здесь у нас был Саурон также со фулл шмотом. Я сейчас быстро покажу все, что он успел забрать. 48-й Гендальф, 44-й Фарамир, 46-й Двалин, 49-й Дайн. Дайн здесь у нас как был одет? Ну, средненький шмот с неплохой прокачкой. 50-й Арагорн, и на Иовин мы затормозили. То есть мы за раз забрали 1, 2, 3, 4, 5 отрядов, ну и на 6-м, ну почти 6-й забрали. И за это все мы потеряли всего 15 слонов, а остальные у нас ушли в аптеку. То есть за 15 слонов мы убили почти 6 отрядов. И то по Саурону 10 ранга в топ-шмоте. Здесь бы я хотел немножко остановиться бы подробнее по артефактам. Если мы уже качаем топовые артефакты на данного героя, то я сейчас скажу, какие действительно будут самыми лучшими артефактами для нанесения урона как по типу Саурона. Итак, начнем с первого. Начнем с оружия. Оружие здесь будет очень хорошо на нем смотреться песчаный коготь. Коготь дает, во-первых, 30 мощи, плюс дает 12 концентрации. Да, концентрация на 12 проседает, но это не критично, сейчас поймете почему. Далее, скорость 27. Данному герою скорости очень сильно не хватает. Его очень часто обгоняют, и он не может дамажить отряды, в особенности кавалерию. Ну и плюс 3 урона к злодеям. У нас от крестика тоже данный урон есть, поэтому мы в уроне не теряем. То есть мы за счет песчаного когтя добавляем себе плюс 27 скорости, но теряем 12 концентрации. Но эту концентрацию мы легко компенсируем с помощью допа. Есть доп на песчаном когте, сейчас его покажу. Доп-специалист. Командир получает плюс 15% к урону от навыков, но уменьшает на 15% урон свой от обычных атак. Обычные атаки у Саурона они так бьют очень мало. Но плюс 15 урону от навыков, это, конечно, большой буст за 12 концентраций, которые нам не хватает от крестика. По нагруднику здесь, конечно, сказать нечего. Нагрудник Золотой Покров вместе с концентрацией просто это идеал для данного героя. Здесь даже ничего лучше уже не придумать. По шлему топом здесь будет костяная маска на урон концентрации. В сумме это будет составлять 12%. То есть здесь можно либо огненную, либо концентрацию, но нам интересна больше концентрация. Поэтому 12% это прям будет топчик. И далее по украшению. Сейчас у нас одета потертая трубка на исцеление и концентрацию. Но здесь также допом будет хорошо заходить барабаны Барадура. Они также дают концентрацию, плюс еще дают урон и мощь, которую нам необходимо. Мы можем взять как раз с восстановлением 24% наших отрядов ближнего боя. Но здесь есть еще один очень хороший доп. Это на увеличение урона на 12% наших юнитов ближнего боя. То есть с помощью барабанов мы
немного снижаем исцеление, но получаем урон. Даже если мы будем брать Железным Стражем на исцеление, мы чуть меньше будем исцеляться, но мы увеличим, во-первых, и урон ближнего боя наших отрядов, и еще дополнительно мощь. И то здесь барабаны еще можно прокачать, то есть здесь идет 29, то есть 30, где-то в районе 35% барабаны будут исцелять. Поэтому из этого героя мы можем еще выжать чуть больше урона, тем более ему с каждым рангом также можно будет добавлять дополнительно и характеристики от шмота, и также увеличивать урон от его навыков, которые полностью не прокачаны, от Владыки Даров. Поэтому с каждым рангом, как я и сказал, этот герой будет становиться все сильнее и сильнее. На этом у меня все. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите свое мнение в комментариях по этому герою. Если у вас есть лучший экземпляр, можете поделиться своими итогами боя у меня в Дискорде, канале Логи Боя. Всем хорошего дня, всем хорошего настроения и здоровья, и всем пока.